Кнопки бабло не существует, но все так хотят ее заполучить, что она обязательно появится. Как мы можем видеть, огромное количество людей совершенно не думает о том, что такое кнопка бабло и вообще зачем им зарабатывать. Эти люди проводят свое время так, как им хочется, в праздном развлечении. Как это ни прискорбно, мы все прекрасно понимаем, что большинство из этих людей задумается, где же им брать деньги, как же им зарабатывать. Люди начинают думать о кнопке бабло в тот момент жизни, когда перед ними встает вопрос, как же они будут зарабатывать деньги. И оказывается, что зачем-то для получения денег необходимо работать. И работать – это вообще-то от слова «рабство», а увольняться – это от слова «воля». Именно поэтому большинство из нас мечтают перестать работать и, наконец-то, уволиться. И единственное, что не дает нам это сделать, это вопрос, а где же мы будем брать деньги? Большинство людей находится в состоянии перманентного поиска, как бы попроще заработать деньги. И эта сила движет всеми предпринимателями. Предприниматели – это именно те, кто ищет более легкий способ заработать. И в этих поисках человечество пришло к одному очень интересному образу, который мы называем кнопка бабло. То есть это что-то такое, чтобы ты нажал, и тебе деньги приходили сами собой, чтобы не надо было работать. И несмотря на то, что все пытаются найти эту кнопку бабло, пока ее не существует и, судя по всему, не может существовать. Почему ее не может существовать? Ну вот сами представьте, мы нажали какую-то кнопку, нам пришло бабло, и у нас этого бабла много. И мы, в принципе, ничего не сделали для того, чтобы его получить. Просто кнопку нажали. Какая ценность будет у того, что мы получили просто так? Вы, наверное, не будете ценить то бабло, которое вы получите при помощи кнопки бабло. С другой стороны, инвестирование в любые проекты очень похоже на кнопку бабло. Вы просто не нажимаете на кнопку, а вы инвестируете какую-то ценность. И эта какая-то ценность приносит вам еще больше ценностей. И вот эти еще больше ценностей вы как раз цените. Почему? Потому что они получились не просто при нажатии кнопки бабло, а потому что они получились при помощи того, что вы отдали какую-то ценность. И почему же мы не будем ценить те ценности, которые мы получаем при помощи нажатия кнопки, но почему-то ценим те ценности, которые мы получаем при помощи инвестирования? Когда человек инвестирует какую-то ценность во что-либо другое, он как бы говорит: у меня сейчас есть эта ценность, но я ее сейчас использовать не буду, я ее не потрачу на себя, я ее не потрачу на других, я ее вложу в какой-то проект. И вот это самое лишение самого себя вот этой ценности в данный момент времени как раз и делает будущие ценности ценными. То есть по каким-то неписанным правилам долгосрочная ценность куда более ценна, чем краткосрочная ценность. И вот человечество уже давно пришло к одной прописной истине. Если работать тяжело и усердно, то в итоге будет хороший и ценный результат. И теперь мы думаем, а кто бы за нас тяжело и усердно поработал? В результате поиска того, кто бы за нас поработал тяжело да усердно, мы пришли к тому, что все начали выполнять машины или роботы. Но несмотря на это, мы все прекрасно понимаем, что так или иначе тяжелая работа машины – это следствие того, что мы нажимаем кнопку. И поэтому товары падают в цене. Их ценность падает, потому что мы понимаем, что произвести их не так уж и сложно. Надо просто нажать на кнопку, а машина уже выполнит за вас всю сложную работу.
И вот теперь мы живем в мире, в котором большинство сложной и тяжелой работы выполняется машинами под управлением программ и искусственного интеллекта. Человек начал просто инвестировать капитал и переливать его из одного в другое. И многие очень быстро поняли, что на самом деле переливание капитала из одного в другое может выполняться не человеком, а ботом. И появились торговые боты. А вслед за торговыми ботами появляются торговые нейронные сети, искусственный интеллект, который специально натренирован на то, чтобы торговать. И это уже не какие-то выдумки или фантастика. Например, есть такой проект Fetch AI. Это проект на блокчейне, который дает в распоряжение пользователя независимых экономических агентов, которые управляются нейронной сетью. И эти независимые экономические агенты занимаются DeFi намного эффективнее, чем люди. Да и DeFi сам по себе – это тоже результат того, что мы посмотрели, как банки и различные финансовые институты легко делают из одного капитала другой. Нам захотелось делать точно так же, и поэтому на смену централизованному капиталу пришел децентрализованный капитал, который доступен каждому. Кроме всего этого, у нас появился стейкинг. И, между прочим, рынок стейкинга, то есть капитализация застейканных активов, куда больше, чем вся капитализация, находящаяся в DeFi. И, конечно, сам по себе стейкинг – это тоже некоторое приближение к кнопке бабло. Вы просто стейкаете свои средства, и за это вы получаете награду. Конечно, награда за стейкинг дается вам не просто так. Она вам дается за то, что вы предоставляете сети безопасность. Но по своей структуре предоставление сети безопасности – это просто отказ самому себе в использовании ресурса, который ценен именно сейчас. Когда вы стейкаете свои активы, вы этим самым говорите: я бы мог их потратить сейчас, я бы мог использовать эту ценность в своих интересах, но я от этого откажусь, я заморожу свои активы, не буду их использовать, предоставлю сети безопасность, а уже потом получу награду. И когда мы видим, что с одной стороны у нас есть DeFi с искусственным интеллектом, а с другой стороны у нас есть стейкинг, мы понимаем, что это два приближения к кнопке бабло. И до какого-то момента нам приходилось выбирать, отправлять свои средства в DeFi или отправлять свои средства в стейкинг. Как бы было здорово, если бы мы могли нажимать две кнопки бабло одновременно. И, конечно же, мы нашли решение, как нажимать на две кнопки сразу. Это ликвидный стейкинг. Решение для ликвидного стейкинга, то есть когда вы можете использовать свои застейканные активы в DeFi, уже реализовано такими проектами, как Persistence, Cyber и Lido. И при этом на подходе еще проект UMI, который позволит вам использовать ваши застейканные средства для того, чтобы получить займ. И все это вместе, ликвидный стейкинг, DeFi с искусственным интеллектом, становится отличной площадкой для того, чтобы у нас появилась кнопка бабло. И как это ни удивительно, но в создании кнопки бабло нам поможет NFT. Более того, именно NFT и станут кнопкой бабло. Когда я говорю NFT, я не имею в виду пиксельные картинки. NFT – это намного больше, чем какие-либо картиночки, прикрепленные к блокчейну. На самом деле NFT – не взаимозаменяемый токен, это куда больше, чем какие-нибудь пиксельные картинки. Это решение, которое позволяет создать уникальный токен, внутри которого будет находиться программный код. И таким образом мы сможем создавать NFT, которое будет заниматься ничем иным, как нажимать различные кнопочки бабло, чтобы самой быть одной большой кнопкой бабло. Только представьте себе, что у вас есть токен, внутри которого описана программа, которая за вас стейкает,
которая за вас получает награду, которая за вас отправляет эту награду в DeFi, которая за вас связывается с нейронными сетями и независимыми экономическими агентами и проворачивает все самые выгодные сделки на рынке. И все, что вам надо для того, чтобы получать прибыль с этой прекрасной программки, это обладать NFT на своем адресе. И вот вы приобретаете одну такую NFT, которая делает за вас все, и эта NFT начинает приносить вам реальный доход. Более того, такие NFT можно делать делимыми. То, что они не взаимозаменяемы, не значит, что они не могут быть разделены на много маленьких NFT. И вот, допустим, я приобрел себе NFT, который отправляет мои средства в стейкинг, получает из этого стейкинга награду отправляет в DeFi, и более того, застейканные средства это NFT используют как залог для займа, чтобы этот займ дальше использовать в DeFi или далее использовать в стейкинге. И как результат, это NFT приносит мне в месяц, допустим, $500. И вот я собираюсь пойти на день рождения к своему другу. Какой же мне подарок сделать своему другу? Я, например, могу взять и отщипнуть от своей NFT меньшую NFT. И эта меньшая NFT будет приносить, допустим, $50 в месяц. И у меня в итоге останется NFT, которая приносит $450 в месяц. А как подарок я могу использовать NFT, которая приносит $50 в месяц. Итак, мы можем делить NFT на любые маленькие или большие кусочки. И мы можем даже торговать такими NFT. И ценность таких NFT будет напрямую зависеть от ценности тех проектов, на которых эти NFT базируются, то есть от ценности DeFi проектов и от ценности проектов по стейкингу и ликвидному стейкингу, а также от того программного кода, который будет находиться внутри этой NFT. И эти NFT не будут иметь ничего общего с теми пиксельными картинками, которые сейчас известны под названием NFT. Конечно, какие-то пиксельные картинки, созданные какими-то уникальными редкими художниками, будут иметь большую ценность, как любое искусство имеет большую ценность для человечества. Но в своем большинстве именно NFT, которые будут построены на открытом программном коде и которые будут приносить непосредственную пользу, именно эти NFT станут основой нашей будущей экономической жизни. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Farklog, чтобы быть в курсе, какие проекты станут основой будущей экономики. И не забудьте оставить свой комментарий. А я пойду нажму на кнопку, получу результат, и моя мечта осуществится.